Приветствую всех на канале Dreamcam, с вами Ольга. Сегодня мы с вами будем делать такие необычные и модные серьги в форме U, их еще называют, из запекаемой полимерной глины. И также поэкспериментируем с вами с гель-лаком. Он надежно сидит на глине и не стирается во время носки. И сразу же напоминаю вам, что практически все материалы и инструменты вы найдете под видео в описании, которым я пользуюсь на этом видеоуроке. А также, если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Заранее я уже подготовила 3 цвета полимерной глины, раскатала на пастомашине на такие кусочки. Толщина пласта где-то примерно около 2 мм. Также нам понадобятся такие формы для вырезания, или катеры их еще называют. Я взяла 2 цвета гель-лака, такой как бы темный бирюзовый и спокойно розовый. Форму U как раз будем вырезать из телесного цвета. Кусочек глины я кладу на камень или на стекло, это удобно, глина не прилипает, не двигается, ну, в общем-то, удобно иногда работать на камне. И очень рекомендую использовать полимерную глину, консистенция которой будет жесткая. Обычно это серия Classic любой фирмы. Итак, одна деталь готова. Вырезаем точно такую же, вторую. И обратите внимание, что у вас будут, конечно, бахромушки по краям, но это ничего страшного. После запекания мы наждачной бумагой все это быстренько уберем. И вот я вам хочу показать, что сейчас мы с вами сделали как раз буковку U. И теперь нам остается сделать центральную часть и верхушку, на которой будут крепиться гвоздики. Я беру краб-бумагу, самый обычный кусочек, и беру синюю пластику. Хорошенечко прохожусь скалочкой. Таким образом я буду создавать фактуру. Дальше я подгоняю этот кусочек под размер U детальки и вырезаю прямоугольник. Фактура очень красиво всегда смотрится на любых изделиях, так что я довольно-таки часто применяю фактуры, делаю самодельные текстурные листики, можете посмотреть еще на других у меня уроках. Итак, 2 детальки готовы. Уголочки я сразу же пальчиком немножечко обрабатываю, чтобы они стали более округлые. И беру толстую иголку, можно зубочистку, и сразу же делаю отверстие. Отверстие также можно сделать и после запекания с помощью ручной дрели. Теперь я беру темно-серую пластику. Это у нас будет деталь гвоздики. И такой самодельный текстурный инструмент. Как его сделать, можете посмотреть по вот этой ссылочке. На стол я высыпаю детскую присыпку, для того, чтобы у нас полимерная глина не застревала, не оставалась в инструменте. Кисточкой наношу на инструмент. И несколькими движениями нажимаю, прижимаю к глине. Таким образом остается как раз отпечаток, оттиск от нашего инструмента. И беру теперь овальную форму, вырезаю 2 детальки. Обрезаю кусочек овала.
И снова делаем отверстие. И вот в таком виде все детальки на бумажке мы с вами отправляем в духовку или в печь на полчаса при температуре 120-130 градусов. Достаем. Изделие остывает в течение 10 минут. И теперь берем с вами шкурочку, наждачную бумагу или обычную пилочку для ногтей и проходимся по краям изделия. Шлифуем, убираем с вами вот эти зазубринки, бахромушки, которые у нас остались. После того, как мы с вами прошлись довольно-таки жесткой шкурочкой, можно использовать шкурочку мягкую. Либо я пользуюсь вообще пилочкой для ногтей шлифовочной. Тоже она очень хорошо убирает царапинки, которые остались от шкурки. Ну и сейчас будет самый интересный момент. Мы сейчас будем с вами рисовать. На самом деле не пугайтесь, это довольно-таки просто. И советую заранее потренироваться на кусочке пластика, допустим, либо на бумажке, для того, чтобы набить руку. Итак, я готовлю обезжириватель для ногтей, для того, чтобы наш шелак хорошо держался и в процессе носки не отвалился. Далее я готовлю кисть. Кисть я эту сделала сама, просто обрезала ее до такого очень тонкого состояния. Безворсовую салфеточку намачиваю и прохожусь по лицевой стороне. Если вы хотите изнаночную сторону тоже раскрашивать, то можете пройтись и там. Поверхность мы с вами подготовили. Теперь буквально капельку каждого цвета гель-лака я капаю на какой-то свободный участок. Ну, я взяла зип-пакетик. Я всегда им пользуюсь. Очень удобно туда и клей наносить. Обезжириваю кисть и окунаю кисть в темную бирюзовую капельку. Дальше я немножечко вытягиваю кисть, снимаю излишки и прорисовываем с вами такие красивые веточки. Старайтесь работать кистью так, чтобы кисть практически полностью ложилась на поверхность, на пластику. Первое изделие готово. Я его в таком виде отправляю в лампу на просушку. Это может быть LED-лампа, либо ультрафиолетовая лампа для шелака, для гель-лака. Минут на 5-10. Топом покрывать не нужно, естественно, мы так все это и оставляем. То же самое я проделываю со второй деталькой. Я беру специальный такой инструмент с шариком. Его тоже можно найти под видео в описании. И просто немножечко окунаю и ставлю такие точечки, имитируя ягодки. После того, как с ягодками мы закончили, снова отправляем
в лампу на просушку на то же время 5-10 минут. Далее я хочу вам показать такой интересный момент. На темных деталях после шлифовки остается белый налет. Естественно, он от пыли, и водой, к сожалению, его не смыть. Поэтому я нашла такое решение. Я беру обычное масло, либо в моем случае это кокосовое масло, оно для бровей. И просто-напросто втираю в эти белые участки. Осталось совсем немного. Теперь мы обязательно обезжириваем поверхность для гвоздиков. Это как раз самые маленькие наши детальки. И я использую хирургическую сталь. Клей я использую Космофен, либо можете использовать Юху, B7000, E7000, ну, то есть любой удобный ваш клей. Можно, кстати, даже использовать в этом случае даже обычный суперклей, потому что сверху гвоздики мы также будем хорошенечко крепить глиной. Я даже не даю высохнуть клею, как вы видите. Я беру жидкую пластику, кусочек снова темной глины и небольшое количество наношу на поверхность, небольшое количество жидкой пластики я зубочисткой наношу на сами гвоздики. Далее я вырезаю 2 кружочка, можете скатать шарики, расплющить их. Это как раз будет фиксаторы дополнительные для гвоздиков, потому что, как показывает у меня практика, что через раз то клей держит, то клей почему-то перестает держать гвоздик, и он просто-напросто отваливается. Излишки клея или жидкой пластики убирайте просто зубочисткой. Но после запекания становится прозрачным, поэтому не будет видно на изделии, если даже у вас останется. Дальше я хочу придать фактуру, хотя это не обязательно. Я беру зубную щетку, которая у меня всегда стоит как рабочая, и немножечко сверху постукиваю. Создаются такие микрократеры, очень симпатично тоже смотрится. Наши гвоздики готовы, мы их снова отправляем теперь только гвоздики запекать при температуре все той же 120-130 градусов на полчасика. Я все-таки решила сделать отверстие под фурнитуру чуть побольше, поэтому я пользуюсь ручной дрелью. Приступаем к сборке, это финиш. Одну серьгу я уже собрала, и теперь покажу вам, как это сделать. Колечки у меня все одинакового диаметра, соединяя одну деталь с другой. И наши с вами серьги готовы. Очень красивые, очень модные. Они в меру крупные получились. Ну, в общем-то, у меня такие попросили сделать. И я надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. Поэтому подписывайтесь. Будет много всего интересного. До новых встреч!